Ребят, всем привет! Обещала вам видео, почему люди так себя ведут, да, вот вы там многие говорите, ой, там биомасса, ой, серые там всякие, они там бараны, значит, они там ничего не понимают, они спят там, такие-сякие и так далее, ведут себя там как-то, да, неправильно, там, значит, обманывают, там еще что-то. И вы говорите, вот они плохие, потому что они вот ведут себя вот так. Но я много раз говорила вам, что ведут они себя так не просто так, потому что они плохие. Ведут они себя так, потому что ими очень умело манипулируют, а они просто доверчивые дети. Доверчивые дети в том плане, что они в это все верят. И они действительно верят в то, что они делают, это все их выбор. Но по сути это не их выбор. Это то, что им усиленно навязывается, а они говорят, да, это мое желание. Это, знаете, как реклама по телевизору, когда тебе там 3500 раз там говорят о том, что вот именно вот это чистящее средство очищает вообще все, что только можно, да, и потом, когда ты идешь в магазин, и ты такой, блин, вот я знаю, вот это чистящее средство самое лучшее. Или именно вот этот, гель для мытья посуды отмывает 3500 тарелок больше, чем другой. Просто потому что тебе навязали это. Тебя на это запрограммировали. Когда тебе там постоянно говорят, что вот это самое лучшее моющее средство, ты начинаешь где-то там на подкорке у тебя это начинает откладываться. Я вообще сначала хотела начать записывать, допустим, вот, объяснить вам, почему они так себя ведут, да. Хотела начать там с того, что там воздействие манипуляций со стороны там лярв, эгрегоров, нейросетей, матрицы и так далее. Но потом я такая думаю, ну это не то, что вы можете вот взять и пощупать и потрогать, грубо говоря. То, что вы можете увидеть вокруг себя. И тут я, наверное, такая подумала, а почему бы нам с вами не разобрать для начала, потому что все остальное это айсберг, потонувший в воде, да, тот, который мы не видим. Почему бы нам для начала верхушку этого айсберга, которую мы можем увидеть, да, в манипуляциях, в большой, огромной манипуляции, вот эту самую верхушку не рассмотреть? Верхушка в том, что социальное программирование, именно та самая реклама, да, именно та самая реклама того, что вот это моющее средство самое лучшее. Так вот, ребят, если вы думаете, что человек здесь, даже вот в физическом, да, моменте, как-то свободен от манипулирования, ну, вы, наверное, ни разу не смотрели телевизор, да, и как-то не сопоставляли. Вы говорите, вот эти люди там поддаются на телевизор, вот эти люди там верят там правительству, вот эти люди еще что-то. Давайте рассмотрим вообще ракурс по-другому немного, да. Вообще рассмотрим то, что здесь происходит. Вы сами говорите, что там из детей в школе, там, да, в садиках, там еще где-то делают винтики в механизм. То есть их специально там говорят, ты должен там то-то, то-то, то-то. Но сейчас мы рассмотрим не школу, не садик. Понимаете? Мы рассмотрим среднестатистического человека, который находится везде, вот вокруг вас везде. Среднестатистическое общество, потому что говорить о том, что там школа, садик, институт, это такие там институты, где вас программируют на то, чтобы стать винтиком, я вам больше скажу. Семья ребенка, вот основной институт, который делает из него раба. Это не значит, что без семьи он рабом не будет. Нет, он попадет в еще более жесткую среду, где из него еще большего раба сделают. Но спирать все на детские сады и школы, это тоже не совсем правильно. И сейчас я расскажу, почему. Смотрите, на самом деле, первое программирование, социальное программирование, начинается с малых лет. Этот ребенок, который сейчас вырос во взрослого дядю и тетю, да, и сидит, смотрит и верит в зомбоящик, он вышел маленьким, наивным, верящим в мир
и в то, что мама, папа, там, да, дяди, тети вокруг него, они умные, взрослые, они крутые, классные, и надо быть как они. И вот тут встает вопрос, когда ребенок рождается, приходит в мир, приходит в семью, и эта семья начинает его учить. Что делает каждый родитель, да? Воспитывает. Воспитывает. Причем как он воспитывает? Так, как он считает нужным. А как вот среднестатистический родитель воспитывает, да? Среднестатистическая мамочка что делает? Она разве там, ну, хорошо, та, которая проснувшаяся, все, она не доверит там обществу там воспитание своего ребенка. Обычная мамочка, вот что делает? Она бежит, конечно же, к бабушке, к тете, к дяде, там, кому угодно, да, узнавать, как ей воспитывать ее ребенка, как вот этого вот маленького малыша, как его воспитывать, что с ним делать. И все, и общество, конечно же, начинает со своей колокольни ей вещать. Она начинает слушать и это все делать. Но это еще полбеды, да. А дело в том, что сама эта мамочка может сидеть по уши в тех же самых общественных вот этих вот стереотипах. А общественные стереотипы это что? Это реклама. Реклама того, как ты должен быть, кем ты должен быть, как ты должен чувствовать. Дети, они не поддаются еще пока. Нет, хотя они тоже прекрасно поддаются на рекламу. Они смотрят рекламу бургера и верят, что это, блин, супер классная вещь. И они говорят: мама, я хочу там в этот магазин на букву М, блин, там продают что-то мега-супер вкусное. Потому что они настолько доверчивы, потому что они смотрят на этот телевизор, им кажется, что там им говорят правду. Правду о том, что вот эта жвачка самая вкусная, вот этот бургер самый вкусный, вот это еще что-то. И смотрите, о чем я говорю, да? Я говорю о социальном программировании во всем. Вообще абсолютно во всем. Вы сами не подозреваете, как вот не зря я говорила про ту самую собаку Павлова. Я говорила там то, что нас надрессировали на то, чтобы мы реагировали на какие-то вещи определенным образом. И вы сами того не замечаете. То есть вы знаете, что такое окно Овертона, вы знаете, что по телевизору вам врут, вы знаете, что там еще что-то, но при этом вы не даете скидку на то, да, что как это все вкупе действует. Это же не просто, что я смотрю телевизор и верю в то, во что там происходит. Это не только телевизор, это вообще все. Все, что вас окружает. Теория лжи и вообще вот построение лжи вокруг вас, оно громадно. Когда тебе с малых лет, самого вот, когда ты еще ползунком только встал и начинаешь говорить слово «мама», тебе уже говорят, как ты должен быть, как ты должен хотеть жить, кем ты должен стать. И вот тут, понимаете, даже берем до тупого намерение, да, намерение, когда люди потом учатся, да, это намерение закидывать. А в детстве у них это все было легко. Они просто не понимали слово «невозможно». Не понимали. И в детстве ребенок, он не понимает, что что-то невозможно. Для него этот мир, он видит его прекрасный, большой мир с кучей возможностей. Он может себя реализовать в этом мире, кем захочет. У него столько возможностей быть кем-то, стать кем-то. Блогером, которого он видит там, я не знаю, у себя там по телевизору, да, там писателем, который написал книжку, пожарным, который едет тушить пожар, там еще что-то. Вот он видит большой, огромный спектр этого мира во всех его там красках и цветах. Вот, пожалуйста, он огромный. У меня куча возможностей для реализации. Я могу стать кем захочу. И тут приходит мама и папа и говорит: нет, сыночек, или там нет, доченька. Ты не можешь быть кем захочешь. Спустись с небес на землю, дорогой мой. В смысле ты можешь стать кем захочешь? Мир не так прост, как ты думаешь. Не валится ни хрена с неба на землю тут, да, тебе там золото не посыпется. Нет. Мир вообще полное говно. Ты не можешь здесь себя реализовать. Для того, чтобы быть кем-то здесь или стать кем-то, ты должен впахивать, а в другом случае там другой родитель говорит: ты чё, блин,
Ты чё? Ты не родился с золотой ложкой, тебе никогда не стать богатым. Спустись с небес на землю, дорогой мой. У тебя семья обычный, там папа грузчик, мама там продавец, все, тебе никогда не стать кем-то. Забудь. Твоя участь это вот. Отучишься сейчас 9 там классов, 10, пойдешь техникум, закончишь там шарагу какую-то и пойдешь грузчиком к папе на работу работать. Вот так и обламываются мечты. То есть, понимаете, вот такое вот можно подумать, да, потому что ты, когда родился, тебя начинают дрессировать в прямом смысле того слова, со всех сторон. Этот ребенок, который только вылупился, который только вышел в мир, его начинает дрессировать система. Система начинает дрессировать его через все. Через его родителей, через садик, через школу, через тетю Машу с соседнего подъезда, через бабушку, дедушку. Весь окружающий его социум, весь просто начинает дрессировать его. Люди вот эти вот, находясь под подключками, упомяну их все-таки в этом видео, но даже не под подключками, скажем, вообще эзотерику не. Те люди, которых уже надрессировали, понимаете, это уже собачки, которые ходят там на 2 лапах определенным образом, их уже надрессировали. Думать так, как кому-то надо, делать так, как кому-то что-то надо, мыслить определенным образом и вести других к тем же самым мыслям, которые мыслят они. В рамки их загнали в клетку. В клетку в их же собственной голове, блин. В рамки, жесткие рамки. Понимаете? Все в их головах, вот эти все решетки, их загнали в клетку собственного разума. И вот эти загнанные в клетку люди, рабы по факту, все рабское сознание, загнанное просто в клетку. И самый лучший раб это тот, который считает, что он свободен. Он говорит, ты что, ты свободен? Смотри, у тебя все есть. Иллюзия, иллюзия свободы. Когда на самом деле человек сам себя, то есть он сам сидит в этой клетке, ему комфортно. Вы думаете, что вот эта теория там Швабры о том, что у человека не будет ничего, он будет считать себя счастливым, это что-то заоблачные дали какие-то? Да он уже сидит в этой клетке и считает себя счастливым. Он уже сидит в рамках собственного сознания, запертый внутри, в стереотипное мышление и считает, что он свободен, что он не раб, что у него все хорошо, он счастлив. Самый лучший раб, который любит своего хозяина, который счастлив от того, что он раб. И он даже помыслить не может о том, что что-то в его мыслях не так. И этот среднестатистический раб среднестатистического общества, да, вот этого нашего окружающего, он начинает что? Вот родился ребенок, у которого нет стереотипного мышления, у ребенка, у которого весь мир у его ног, у ребенка, который вообще мыслит другими стандартными. Что начинает делать среднестатистический вот такой человек, запертый в клетке своего сознания? Он начинает точно такое же поведение, точно такие же ценности, точно такую же клетку формировать в голове этого ребенка. Причем неважно, мама это, папа или соседка, тетя Маша. Все будут создавать эту клетку вокруг него. Не только там учитель в школе, понимаете, не только там кто-то там в садике, какая-то там тетя. В первую очередь, кто будет формировать клетку в его мозгах, пытаться, да, это родители. Почему у нас даже везде, вот мы если говорим о психологии, да, идет человек к психологу, и психолог начинает разбирать его проблему, вот почему у него проблема какая-то, почему он там агрессия, да, там на все, допустим, да, или почему он там несчастлив, почему у него там в жизни полное говно. И вот начинают разбирать и приходят к чему? К детским психотравмам. Детские психотравмы. Все начинается с детских психотравм. Да, я не спорю, существуют и взрослые психотравмы. Но, как правило, эти взрослые психотравмы
Если прям начать ковырять их, да, и идти от цепочки в начало событий, мы попадем опять же в детство человека, где при помощи мамы, папы, там, бабушки, дедушки, соседки Маши, тети Маши с соседнего подъезда было сломано сознание. То есть этого ребенка, который только родился, его начинали ломать с самого детства. Ломать ему психику, ломать его, понимаете? Подстраивать под это сраное общество. Подстраивать под общественные стереотипы. Говорить, ты что? Ты что? Ты не должен вылазить. Ты должен быть тем, кем ты родился. В этой жесткой иерархии ты вот, блин, если родился в семье там грузчика, ты останешься грузчиком. Выше ты не вылезешь. Если ты там, я не знаю, не закончил школу на одни пятерки, ты сдохнешь где-нибудь там, вон, в канаве, возле забора. Ты не закончил институт, все, хана. Тебе вообще не стать никем, ты будешь выкинут из этого общества. Продавец в пятерочке — это вся твоя участь. Нельзя так, вот, но это то, что навязывается. Понятное дело, что это ерунда. И мы с вами понимаем, что это ерунда. Но многие этого не понимают. Они действуют этими стандартами. Теми стандартами, которые им заложили. Заложили в первую очередь общество. Общество, в котором они родились. Общество, которое их обрабатывало. Если вы думаете, вот постсоветское как-то вот у нас это, но во многих странах, допустим, была более жесткая обработка. И человек привык уже доверять этому миру. То есть, когда мир говорит ему, что я работаю на благо тебя, я прекрасный, дивный мир, я знаю, да, и он же как, вот, почему я всегда говорила, да, вот с самых ранних роликов я вам всегда говорила, что слушайте себя, да, вам лучше знать, кто вы, что вы, зачем вы, почему вы. Как вам нужно жить? К чему вы хотите стремиться? Кто вы на самом деле? Да никакая тетя Маша с соседнего подъезда не может решать о том, что если там твои родители были там какими-нибудь там, я не знаю, там алкоголиками, ты тоже алкаш. Никогда никто не должен решать, кем вам стать. То, кем были там ваши родители, ваши мамы, ваши тети, ваши дяди, это их личное дело. Это их личная жизнь, и они несут ответственность конкретно за свою личную жизнь. Но вашей жизни это вообще никоим образом не касается. Вы это отдельный индивидуум. И только вы решаете, кто я, что я и зачем я. Но многие люди, они думают по-другому. Они думают, что, блин, кому-то там виднее, какой я, каким мне быть, кем мне стать. Что мне двигаться вообще, в каком направлении? Миру виднее, какой я должен быть. И они говорят о том, что у них вот это вот мышление, понимаете? Есть маленький я, синдром маленького человечка. То, куда загнали каждого человека. Вот эта клетка, в которой он сидит. И каждый спящий такой человек, да и не спящих тоже таких очень много, которые еще не могут выбраться из этой клетки сознания. Потому что они еще до сих пор сидят вот в этих вот стереотипах, вот этих вот мышлениях, в рабских. И внутри этого всего сидит сознание, да, которое говорит, я маленький, что я ничего не понимаю, весь мир, вокруг меня же огромный весь мир, да, мир более умный, чем я. Какому-то там дяде наверху, да, который там какой-то депутат. Вот он большой, он умный, он там, я не знаю, Гарвард закончил, да, вот он понимает, он шарит, да, он там врач великий, там или еще что-то. Вот ему виднее. А что тут я? Я ничего. Мы вообще, то есть очень сильно улавливаем энергетику окружающего пространства. Я говорила, вот рассказывала вам там про энергополя, про еще что-то, да, где, попадая в определенное инфополе,
Человек сам начинает под это инфополе подстраиваться. Понимаете? То есть на уровне энергии воспринимать то, что в этом инфополе происходит. Перенимать на себя это все. И очень-очень много, даже вот тупо, те же самые ученые там делали вот этих вот штук, да, когда подстраивали ситуацию, где люди там определенные встают, да, и человек, который единственный там из всей целевой группы, он, ну, просто случайный прохожий, а все остальные это четко вот, ну, подстроенная группа, которая просто берет, встает, да, садится там, а он такой один там не понимает, что происходит, а потом начинает вставать и садиться вместе со всеми, потому что все так делают, и я так делаю. Наверное, это правильно. Вот это вот, когда человек начинает идти за толпой, и быть в толпе, и быть частью социума. Потому что каждый человек, он боится одиночества. Он боится того, что он окажется этой белой вороной, что его выкинут. А он этого не хочет. Это страх. Быть за бортом. Поэтому он будет подстраиваться, поэтому он будет пытаться быть в этом, с этими людьми, пытаться быть как они. Пытаться влиться в их компанию, понимаете? Вспомните себя, блин, я не знаю, в подростковом возрасте. Многие. Я не знаю, как у вас. У меня вот, допустим, было такое, что я видела там, допустим, там какие-то компании, что я пыталась там быть как эти люди, да, мне там нравилось, вот они там круто выглядят как-то. Я пыталась на них равняться. То есть потом я поняла, что не, ни хрена. Просто ни хрена, пускай на меня равняются, да. Но это уже мой прикол. И вот, понимаете, программирование вот этого, вот оно идет везде. Везде идет. Даже вам кажется мелочи какие-то. Ну, блин. Когда человека убеждают с самого раннего возраста о том, что есть где-то большие умные дяди, а ты, если ты тупой и ничего не понимаешь, сиди и молчи и принимай мнение больших умных дядей, потому что ты ни хрена не понимаешь. Это тоже вот те рамки, в которых сидит сознание каждого человека. Он боится. Он боится высунуться. По сути, каждый человек, вот этот спящий, так называемый, он сидит в раковине. Он сидит в раковине своего комфорта. Потому что за все время, эта клетка, в которую его посадили, клетка его собственного разума, она стала для него очень сильно комфортной. Это зона его комфорта. Это ракушка, в которую его поместили, он в нее спрятался, как улитка. И выползать из этой раковины для него очень страшно. Разрушать вот это вот для него очень страшно, потому что для него вот эта клетка – это целый мир. Понимаете? Для него это очень страшно разрушить эту клетку. Потому что он не знает мир вокруг него. Для него этот мир сузился до размеров вот этой клетки. Все. И страх выйти за них границ. Потому что он не знает, как по-другому. Он не знает, как может быть по-другому. Ему говорят, разбей клетку, да? Но он боится это сделать. Почему? Потому что он не знает, как надо думать по-другому. Потому что везде его надрессировали. Его общество приучило с самого детства о том, что ты должен думать вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. И не выходить за пределы стереотипов вот этого мышления. Вы знаете, вот я даже вспоминаю вот какие-то моменты из своей жизни, вот как даже не то, чтобы, даже в школе, да, даже везде, когда говорят о том, что, блин, вот ты должен думать вот так-то, так-то и так-то. Представьте, вот мне официально в свое время учительница по литературе разрешила списывать готовые сочинения с вот этих вот книжек, знаете, сборник готовых сочинений в школе. Мне разрешили официально списывать. Не потому, что там чего-то, кого-то, она там знакомая там какая-то моя была, а потому что я не могла написать, блин,
сочинение, которое бы подходило под стандарты образовательной программы этой школы. Ну, потому что у меня язык, у меня мозги не поворачивались назвать бабу, которая просто накосипорила столько, что сколько вот вообще просто не могла вывести. Оказалась настолько морально слаба, что она потом не захотела решать собственные же косяки, которые она накосячила, да? И единственный выход, который она, нашла, это просто пойти и скинуться в реку. Потому что она не хотела решать проблемы, катализатором которых она же и являлась. И она была настолько моральной вот, и безвольной, вот, бесхребетной, что другого выхода, кроме как суициднуться, у нее не нашлось. Но у меня мозг не поворачивался как-то вот назвать вот это вызовом тоталитарному обществу. Что за бред вообще? И во многом так. Понимаете, поэтому вот мне сказали, вот тебе, пожалуйста, книжка, где написано, как вот должен думать среднестатистический ребенок, который проходит школьную программу. Оттуда списывай, пожалуйста. Так, понимаете, в чем дело-то? То есть ты даже не должен думать как-то по-другому и рассматривать. Тебе даже вот в этом, вот в этих мелочах, когда мы там детям, да, там говорят, вот читай там Гоголя, и потом не делай собственные выводы. Нет, не делай собственные выводы. Выводы за тебя сделает учитель. Учитель расскажет тебе, как ты должен правильно воспринять вот эту ситуацию. И то же самое в детстве. Родители, когда ты там, допустим, что-то там делаешь, да, и родитель тебе потом рассказывает, как ты должен правильно воспринять эту ситуацию. Потому что, допустим, вот знаете, давайте рассмотрим. Ребенок, да, вот он такой раз, родился, встал, для него весь мир, вот как я говорила, вау, мир, где у меня куча возможностей, где я все могу, он весь для меня, я вообще могу в нем все, я могу стать кем захочу, я могу попробовать все, да, в этом мире, все, что он может мне дать. И тут приходит мама и говорит, ты что? Нет, ты не можешь. Я хочу вот эту шоколадку. Нет, не можешь. Сладкое тебе вредно. Ты не будешь есть эту шоколадку. Все дети будут, а ты не будешь. Окей. Дальше там. Ты не должен делать вот так. Понятное дело, что пальцы в розетку пихать или еще что-то. Это неправильно. Но там вот это ты делать не должен, вот это ты делать не должен, вправо шагать ты не должен, влево шагать ты тоже не должен. А вот так думать, как ты думаешь, это неправильно. Неправильно, почему неправильно? Ну, просто потому что я так сказала, я очень умная, слушай теперь меня. Я не даю тебе абсолютно никакого выбора, и мало того, я тебе еще и расскажу о том, что мир охрененно сложный, дорогой мой сыночек, и ты не можешь просто так одеть колготки и пойти купить машину. И родители начинают рассказывать детям о том, что мир ни хрена не простой, о том, что там денежка, да, не может просто там потенциалом влиться, да, в твою жизнь, и ты можешь жить, как ты захочешь. Нет, ты должен там, допустим, вкладывать, да, в ребенку маленькому, там, папа с самого детства, там, считая, что он делает благо этому ребенку, ведь он искренне это считает, он считает, что он, знакомит этого ребенка с этим миром, учит его жить в этом мире. И он говорит ему, ребенок, деньги – это то, что зарабатывается сложным физическим трудом. То, что ты должен впахивать и прям капец, да, для того, чтобы там заработать эту копейку. О том, что деньги достаются очень тяжело. И ребенок на подкорке, у него начинает это откладываться. Деньги – это очень тяжело. Заработать деньги, чтобы заработать там 2000 рублей, я должен пахать, как папа Карло. И вот если вот эта программа укоренится в этом ребенке, и он будет искренне считать, что для того, чтобы вот получать деньги, ему надо пахать, и быть лошадью просто, и подыхать на этой работе за эти копейки, значит, конкретно у этого ребенка так и будет. Если он вот этот алгоритм просто из себя не вытащит, не выкинет его. Потому что те люди, которые зарабатывают там большие деньги, зарабатывают их легко, да, вот так,
У них этого алгоритма в голове нет. И папа сидит такой довольный, говорит, блин, какой я молодец. Я сыну все дал, вот все, что я, вот, у меня есть, я все дал своему сыну. Все алгоритмы в меня заложенные, все дал. Все, чему меня вот это вот, на что меня это общество выдрессировало, я все дал своему ребенку. И он реально, и, блин, я не могу сказать, что эти люди плохие или они какие-то, хотя вот мы можем сказать, да блин, он просто запрограммировал, потом его ребенок, он будет эти алгоритмы, он будет разбивать их, для него это будет сложно, там, бороться с этими алгоритмами, возможно, ему придется там идти куда-то к психологу, прорабатывать какие-то травмы, которые будут, да, вот, вот, а у нас же все делается во имя добра. И ведь я не зря начала с вот этого вот там соцпрограмминга, да, и из того, что там нас начинают с детства самого там дрессировать и так далее. Почему я начала именно с него, да? Почему я не сказала, что вот этих людей там лярвы, там ими руководят эгрегоры там и так далее и тому подобное, да? Почему я начала именно с воздействия, вот оно, физическое, да, воздействие. Почему я начала с детских психотравм, каким-то там внушением о том, что ты должен думать определенным образом, что-то в этой жизни правильное, согласись с тем, что вот это правильно, да, согласись с тем, что там надо думать вот так, потому что все так думают, значит, и ты так должен думать, наверное, там что-то хорошее, да. Почему вот с этого? Да потому что, ребята, это причинно-следственная связь. Именно вот эти согласия, когда ребенок, у которого перед ним весь мир, да, под его ногами весь мир, он может пойти в любую сторону, ему такой говорит папа или мама, стой, ты никуда не можешь пойти, ты что, ты решил, что весь мир, вот он перед тобой, нет, дорогой мой, ты что, нет, все не так, ты строго ограничен рамками в этом мире, ты вообще ни хрена в этом мире не можешь. Тобой что-то руководит, какая-то высшая сила решает, там, что тебе делать. Или там какой-то высший президент там, или там губернатор решает, как ты должен жить и так далее. Ты думаешь, что ты свободен? Не, ни хрена ты не свободен. И вот когда ребенок с этим соглашается, когда он соглашается с тем, что он не может просто одеть колготки и поехать купить машину, когда он соглашается с тем, что для того, чтобы получить шоколадку, ему надо пахать как лошадь просто там с утра до ночи, до 7-го пота, когда он соглашается с тем, что там я вообще ни хрена в этой жизни не решаю, я просто как кусок, который плывет по течению, а что-то там все решает за меня, да. Когда он говорит о том, что да, я должен соглашаться со всем, что навязывает мне там какое-то общество, навязывает мне там что-то, и я должен там быть строгим вот тем самым хомячком, который крутится в бесконечном колесе, именно тогда на вот эти согласия, на вот это да, папа, мама, там, дядя, тетя Маша с соседнего подъезда, там, учительница в школе еще, вы правы, так и надо. С каждой вот такой вот палочкой, которую вставляют в решетку его сознания, с каждой вот такой вот мыслью, согласием, контрактом, да, убеждением, восприятием подобной ценности, он и дает согласие на то, чтобы его погружали в матрицу, к нему прицеплялась какая-то лярва, какой-то эгрегор, какая-то гадость руководила им, его жизнью, там, чтобы там вот эта вот матрица просто там хреначила в его жизни там 10 тысяч недоразумений в секунду и так далее. Понимаете? Именно вот это оно. Именно так он попадает во все это. Эти согласия, это вот эти блоки, которые устанавливаются, стереотипийное мышление, программирование общества, окна Авертона, так называемые, да, именно общественно-стереотипийные рамки, в которые вкладываются, которые закрывают клетка, в которой его замыкают, его разум, клетка, в которой он сам себя замыкает. Именно она дает согласие на то, чтобы всякие паразиты, всяческие там эгрегоры, всяческая гадость к нему прицеплялась. Именно это является первопричиной всего.
Никакая лярва, никакая сущность, никакой эгрегор, никакая тварь вообще не может подцепиться к этому человеку без того, что он на что-то где-то подписался, на где-то что-то согласился и сказал, что это что-то хорошее, что пришло в мою жизнь. Потому что тот раб, который сидит в клетке собственного разума, он серьезно считает, что эта клетка рай для него. И знаете, как сказал, один там известный рэпер, что если это рай, тогда я заживо горю в раю, да. Это вот, наверное, просто про 90% населения. Поэтому, если вам кажется, что вот это все, да, малозначительные факторы, если вы в своей голове, да, говорите, ой, да что это, ерунда, да, что, ну, это ж вот то, что там, допустим, там, деньги надо там, нахренеть, как бы потратить, чтобы их зарабатывать, допустим, да, и я на это подписываюсь. Да это, ну, это ж правда, да, что это ж правда. Там, президент какой-то за меня что-то решает, как мне жить, там, вот эти вот там правительства, да, там могут мне что-то диктовать. Ну, это ж правда, ну, вот она, это ж правда. Вот. Если вы так думаете всерьез, или вы там считаете вот так, поздравляю вас. Вы только что увидели свою решетку, за которой вы сидите. Вот она, ваша клетка. Вот она. Вы находитесь в ней прямо здесь и сейчас. Если вы так думаете, если вы считаете, что это клетка, вот она. И знаете, что не дает вам выйти на то, что там можно вот так зарабатывать деньги, да? И что есть 3500 способов на то, чтобы это делать. Почему, допустим, да, что не дает вам, там, я не знаю, уехать жить, куда вы хотите, что не дает вам там еще что-то, там, сделать то, к чему вы стремитесь, все. Вот она, клетка. Клетка не дает вам это сделать. Клетка не дает вам хотя бы лечь даже в направлении этой цели. Или того, как вы хотите жить. Или вообще осознать, что вы хотите жить по-другому. Знаете почему? Потому что эта клетка, она вам даже мешает даже задуматься и даже вот как-то вот выйти своим разумом на том уровень, чтобы задуматься хотя бы о том, что в вашей жизни может быть все абсолютно по-другому, что вы можете вообще все абсолютно поменять, что у вас нет рамок, и вообще ничего нет, что вы сами себя сдерживаете. И единственные барьеры, которые есть для того, чтобы помешать вам что-то сделать, вы создаете себе сами. А мир, он как был, когда вы родились и только сделали свои первые шаги в нем, открытый, с миллионом возможностей вокруг вас. Так он им и остался, он никуда не делся. Но вы ничего не можете, и вы связаны по рукам и ногам в нем, да? И единственный, кто вас по этим рукам и ногам связал, это вы сами. Итак, 90%. Да какие 90? Больше процентов населения. Осознай это. И тогда в твоей жизни вообще все изменится. Абсолютно все. Клетка. Вот что вы должны разбить. Вот из чего вы должны выйти. Клетка собственного разума. Точнее, ваш разум там заперт. Ваше сознание там заперто. Вас очень и очень тщательно, очень и очень, шаг за шагом, аккуратненько, здорово и классно выстраивали вокруг вас эту клетку. Когда вы спрашивали, а что это, вам говорили, ничего, это домик. Это домик, это что-то хорошее для тебя. Оно принесет тебе радость в жизни. Не обращай внимания, все классно, все здорово. И вы сами не поняли, что вы в ней сидите. Вам кажется, что это классный, уютный домик. Вот такие дела, ребят. Я надеюсь, что, многим, конечно, это, и чё, мы это давно знали, все и так далее и тому подобное. Но это верхушка айсберга. Это то, что вы соглашаетесь на что-то, создавая рамки и блоки. А под этим еще, понимаете,
волшебный подводный мир. Волшебный подводный мир, где там этих ярусов в этаже целая куча. И вот этот подводный мир на вот этой верхушке айсберга очень отлично кормится. Но про этот подводный мир мы с вами поговорим в другом видео. Ну а на этом сегодня все. Всем всего хорошего и самого наилучшего, ребят. Давайте, до скорых встреч, пока-пока.